друзья, это капец тяжело. И, честно говоря, сейчас мысли о бескислородном восхождении выглядят нелепыми. Это просто ужас какой-то. Высота 6180 примерно. Впереди вот ледовая стена. Это первое такое серьезное препятствие на нашем пути. За стеной должен быть уже недалеко лагерь 1. Высота 6420. Скорее всего, где-то здесь должен быть первый лагерь. Моя сегодняшняя цель, но ни палаток, ничего нет. Вот сзади за мной только какое-то красное пятно. Уже кто-то заброску оставил. Посижу, подожду своего шерпу. О, он даже показался на горизонте. И скорее всего мы тоже здесь оставим заброску и выше уже не пойдем. Самочувствие в принципе хорошее. Идется нормально. От своего шерпа оторвался, другого догнал. Пока все хорошо. Так, шерпа принес палатку. Я принес свои ботинки, 8000-е штаны и ледоруб. Они нам не сильно понадобятся в ближайшее время. Сейчас будем все паковать и оставлять здесь. Надо будет обязательно вот вешками пометить, чтобы потом, если вдруг будет снегопад, можно было легко найти. Поскольку мешка у нас с собой не оказалось, все решили завернуть в тент от палатки. Такой вот получился у нас тюк. Вот наша заброска, надеюсь, вижу ее не в последний раз. Очень не хотелось бы. На удивление отлично заходит яблочный чай с медом. Первый раз попробовал такое на высоте, и теперь в базлаге и выше все время вот только чай с медом. Вместо воды идет тоже хорошо.
25 апреля мы с моим шерпом, который Гурунг Кейшоп, загрузились немножко рюкзачками и выдвигаемся в первый лагерь на ночевку с планами коснуться второго на 6650. Вот такая униформа, чтобы не обгореть. Максимально, сколько могу, закрыл лицо, но где-то еще вон щеки есть. Все равно они намазаны. Высота 6180. Очень жарко, когда идешь, когда сидишь, сразу прохладнее. Остановился, подкрепился баунти. Он полностью растал. В клапане рюкзака такой себе жидкий баунти. Выпил чаю. И сейчас вон куда-то туда полезем на стеночку, которая перед первым лагерем. Высота 6280. Позади весьма крутой участок стены, метров 100, градусов под 50. Прошелся на удивление легко, но все равно, короче, мучаюсь, страдаю. То очень жарко, то очень холодно. Плюс высота. Вот страдаю себе понемножку и думаю, что, наверное, всем людям суждено страдать. Спортсмены страдают на тренировках, бизнесмены страдают, когда там принимают какие-то тяжелые решения. Но вопрос лишь в том, какое страдание каждый из нас выберет для себя. Потому что вот я пострадаю, и если все сложится хорошо, то я уже буду не я, а я буду я, который уже сходил на Макалу. Спортсмен пострадает, и он уже будет не он, а он, тоже он, но только тот, который добился новых результатов. А есть же люди, которые страдают просто так, сидя на диване, завидуя кому-то, страдают в семейной жизни. И свою порцию страданий они тоже получают. Только вопрос в послевкусии. Послевкусии страданий в горах, спортсменов, бизнесменов, оно прекрасно. Послевкусие страданий, сидя дома, оно, мне кажется, отвратительно. И вот почему активные люди гораздо более счастливые. Потому что свою часть они уже отстрадали. Где-то на тренировках, на беговой дорожке, в горах. И все, осталось только счастье. Вот так вот, друзья. Поэтому не страдайте. Или страдайте правильно, точнее. Так, пришел к месту нашей заначки. Только вот не знаю, что делать. Шерпа еще не будет, наверное, час. Что-то сегодня я сильно оторвался. Дует прохладный ветерок. То ли сходить во второй лагерь, то ли спустить нашу палатку ниже, там, где стоят палатки первого лагеря. Потому что тут нету ровной площадки. И лопаты у нас тоже с собой нет. Шерпа сказал, что она будет и так в первом лагере. Зачем ее тащить? Ну и в общем, буду сидеть думать, чем бы заняться. Больше часа уже сижу, жду своего шерпу. В месте, где должен быть лагерь 1. И я так подозреваю, что мы будем ставить ниже. Потому что лопату он не взял. Ровных площадок здесь нет. Нужно копать, я бы уже выкопал бы. И ко второму лагерю уже сходил бы, уже спускался бы. Выполнил бы план на сегодня. Но поскольку не знаю, где он, выходил навстречу, спустился метров на 50 вниз, не было видно. Решил, поднимусь, буду ждать. А погода-то портится. Понемногу начинаю злиться. И подумывать о том, что саммит бонус надо уже на 50% обрезать. Если так будет продолжаться. А ведь между вторым и третьим лагерем для шерпа 7 часов ходьбы очень далеко.
Ну короче, не знаю. С такими темпами можно было просто с кем-то вдвоем идти работать на горе. Спустя 1,5 часа подошел мой шерпа. Я его встретил чуть ниже. Забрал лопату. Он говорит, иди во второй лагерь. Но погода, видите, портится. Говорю, давай сначала палатку поставим. Выкопил вон яча с полочки. Сейчас передал лопату ему. Копает он, конечно, здорово. Мощно. Снег очень жесткий. Углубиться почти нереально. Полчаса совместной разбежки льда. Вот такую более-менее сносную площадку уже выкопали. Что, спустя еще полчаса наша палатка готова. Радует. Ну что, поставили палаточку, немножко расположились. Меня уже попустило. Шерпа мой молодец. Несмотря на то, что медленно ходит, но не сачкует. Откровенно говоря, раза в 1,5 больше и сильнее копал, чем я. Ну и пока я тут карематы стелил, сходил, набрал мешок снега. Вон он, который будем топить. Так что все, меня попустило, опять все хорошо. Погодка нормальная, но желания идти выше все равно нету. Ушел тот порыв, этот план. Будем тусить здесь, отдыхать. Good. Good. Вот как нужно мазаться кремом. Мне кажется, слой самый правильный. В меньшем слое смысла нету. По еде в первый лагерь. Вот пакет, есть даже какие-то кексы, инжир. Написано German Chocolate Tsampa. Tsampa — это такая национальная тибетская каша. Не самая вкусная, но самое интересное — Everest Trackers Fuel. Интересно. И еще куча всего, орехов и прочего. И моя заначка: сушеные кальмары, сушеные яблоки, сало, немножко орехов. Будем топтать. Никогда, слышите, никогда не берите матрасы на высоту, которые нужно отдувать ртом. Даже шерпа не справляется. Я вот свой надул мешочком и не мучился. 100 раз проще. Курин. К тому же это чудо каремат еще и спускает. Приходится поддувать. Так и живем в нашей палаточке. Тикса. Тикса.
Топим снег на горелочке, готовимся обедать или уже ужинать. Хорошо, безветренно. Сидим утром, ждем, пока вода закипит. Выпить по чашечке нескафе и сбегать вниз, чтобы успеть на пуджу и на завтрак. Сегодня мы в 5 утра встали, чтобы прийти в базовый лагерь на Пуджу. Пуджа — это одно из главных мероприятий во время восхождения, и только после проведения Пуджи можно уже выходить на гору, ну, по крайней мере, выше второго лагеря. Мы даже сдвинули график акклиматизации, чтобы попасть на это мероприятие. Наливают рома. Oh, thank you. Okay, take Red Bull. Oh, beer. Okay, Everest. Good. Danny bad. Successful. Danny bad. Все в оранжевыми катами, с оранжевыми шарфиками. Праздничное настроение, классно, куча фоток. Yes, very nice, Пуча. Друзья, примерно 1,5 часа заняла у нас Пуджа. Мы пили, ели какие-то штуки. Нам повязали кату на удачу, на удачное восхождение. Повязали на руку мне еще одну повязочку. Надеюсь, теперь боги вершины Макалу будут к нам благосклонны и пустят и отпустят. Два дня отдыха в базовом лагере пролетели быстро. Второй день даже получше, чем первый. И снова пора на гору. Загрузились в этот раз по полной. Я взял всю еду и газ и свое снаряжение. Кейшоп, мой шерпа. Взял кислородные баллоны, палатку. Ну и тоже что-то из своего. По плану сегодня ночуем во втором лагере. Высота 6650. Завтра идем в сторону лагеря 3. На перевал Макулула. Высота 7450. Посмотрим, как будет по погоде, потому что конкретно сейчас очень жарко, но там наверху дуют сильные ветра. И уже будем отталкиваться, собственно, от непосредственной погоды на месте. И может корректировать наш план. В идеале, конечно, хотелось бы переночевать в 3-м лагере на Макулула. Но с данными ветрами это видится не очень хорошо и не очень реально. Потому что 3-й лагерь, пожалуй, самое ветреное место на всей горе.
До Crampons Point дошел за час 10. Время такое же примерно, как и раньше, но зато рюкзак тяжелее. Это значит, что акклиматизация таки идет. Чувствую себя нормально. И в ногах нету усталости. 2 дня отдыха в базовом лагере все-таки не прошли зря. Дают о себе знать. И взял за правило себе на каждом привале подъедать немножко еды. Каждый раз, когда присел, немножко свои запасы энергетические пополнил. Поел, попил. Тут у меня M&M шоколадный, кедровые орехи, сушеные яблоки от мамы, кальмары и какие-то шоколадки, которые очень жесткие на морозе, но на тепле нормальные. Кроме подъедания, на каждом привале взял за правило каждый привал подмазывать себе нос, щеки, лоб. Солнце очень жесткое, выходим на снег каждый час, буквально мажусь. Пока помогает, вроде не особо сгорел. Дай бог, чтобы так было и дальше. Особенно важно снизу нос мазать, а то мы часто забываем, а когда идешь по снегу, солнечные лучи отбиваются и сгораешь вот именно снизу больше всего. Встретили наших ребят, которые спускаются с акклиматизацией, а мы только поднимаемся. Thank you, Taras. Have a nice day, have a nice journey, have a nice acclimatization. Thank you. Thank you. Взял себе за правило при выходе на снежник всегда одевать маску вместо очков. Во-первых, она занимает закрывает большую территорию лица от солнца. Во-вторых, можно натянуть баф на нос, и очки в этот момент сразу же запотевают. А маска не запотевает. Таким образом, еще дополнительный слой защиты от солнца. Кстати, именно по этой причине на мне сейчас каска. На данном участке ее можно было бы не использовать, она тут не нужна. Но как дополнительный слой термоизоляции и защиты от солнца не помешает. А жарко просто нереально. Просто капец какой-то. Наконец-то пришел к нашей одинокой палатке в первом лагере, сейчас 420. Как же я уже о ней мечтал. Последние 100 метров тяжело дались. Наверное, перегрузил весом, рюкзак тяжелый. Фух. Подустал. Но сейчас тут отдохну. И надо продолжать дорогу ко второму лагерю. Минут 20 отдыха нужно. Впервые дошел до второго лагеря. Ох, не просто это с рюкзаком, но ничего. Будем отдыхать. Namaste. How are you? Came free? Today? Not yet? What? Okay, tired? Okay. What? 10:30 start. Okay. Need to start early, yeah? I think 2 nights came 2 or 1? 1 came 1, 1 came 2? I'm coming back. Yeah. Okay. Вот палатки во втором лагере обтягивают
шнуром поверху, чтобы не поносило. Красиво сделали. Палаточка, палаточка, палаточка к палаточке. Панорама второго лагеря. Чтобы вы понимали, у моего шерпы есть дезодорант, а у меня нету. Вот такие вот дела. Теперь вопрос, кто из нас будет вонять в палатке. Такой походкой мой шерп отправился в первый лагерь за остальным снаряжением. Только к 6 вечера мой героический шерпа притащил все вещи с первого лагеря во второй. Честно говоря, я бы на такое не пошел бы. Я бы остался, переночевал бы в первом. Завтра спокойно взял бы все вещи, перетащил бы их во второй. А уже послезавтра шел бы в третий. Но он очень хотел ночевать сегодня во втором. Так, сегодня выходим со второго лагеря в третий. Покажу вам вкратце дорогу. Вот где-то сюда и куда-то туда наверх. В общем, где-то там третий лагерь находится. Денек, конечно, обещает быть жарким, в том смысле, что сложным. Вот наша дорожка к третьему лагерю. Прямо вверх. Выглядит потрясающе. Друзья, это капец тяжело. Третий лагерь кажется каким-то недостижимым. И, честно говоря, сейчас мысли о бескислородном восхождении выглядят нелепыми. Это просто ужас какой-то. Друзья, высота 7145, и, наверное, я сегодня дальше не пойду. Чувствую, что не хватает акклиматизации. Конечно, дойти к третьему лагерю я мог бы, но чисто за счет резерва организма. А зачем мне это надо? Это же не вершина. Пока у нас только акклимационные выходы.
сильно загонять себя тоже не стоит. Вопрос только с тем баллоном кислорода, который я взял с собой в рюкзак, чтобы облегчить шерпу, что с ним делать. Но сейчас мой шерпа поднимется, и мы решим. Вышел я вот на такое относительное плато, и где-то вон туда лагерь 3. Самый крутой участок уже прошел. Немножко затягивает облаками, но покажу еще вам Тибет. Вот он. Вот это уже все Тибет, совсем рядом. От второго лагеря, наверное, через перевал километров 5, не больше. Вот и мой шерпа доходит. Тяжело мне, тяжело ему. У него еще груза больше в 3 раза. Так, отдал шерпе свой кислородный баллон. Он сказал, что занесет все наверх. Как ты не уговаривал его оставить его здесь, баллон в смысле. Сказал мне, давай мне баллон тяжело. У него теперь 3 баллона и 1 палатка. Килограмм 20 примерно. На скорости движения на высоте уже несколько минут пришло. Ребята отошли на 15 метров от меня. Движуха на Крампенс-Пойнт. Большинство собирается в гору. Many people. Просто посмотрите, какая красота образовалась за 2 дня, пока меня не было на этой тропе. Наверное, ничего красивее в мире ледяных водопадов я еще не видел.
Погодка окончательно портится. Все-таки правильное решение. Так, выше немножко там 10%.